Всем привет! Это программа «Мир», и я ведущая Тамила Умарханова. Я не в своей студии, и этот выпуск будет не совсем обычный, он будет выездной. А где я нахожусь? Я нахожусь в Бостоне, и это Гарвардский университет, и сзади меня статуя Джона Гарварда. Поехали! Сегодня первый день моего пребывания в Бостоне. Всего у меня запланировано 4 дня. 4 дня невероятных культурных открытий, которые я буду делать вместе с вами. Сходила на экскурсию по Гарвардскому университету и покажу вам его полностью, как он есть. Сегодня был замечательный день, отличная погода, и я рада буду вместе с вами погулять по кампусу. Я прилетела утром, сразу же приехала сюда, в Гарвард, изучила кампус, посмотрела, что здесь где находится, даже встретила казахов, которых я узнала по казахской речи. Как говорится, казахи везде, да? И мне очень понравился университет, очень понравилась атмосфера. Я даже подумала, может быть, как-нибудь поступить сюда на какую-нибудь из программ, вообще, чтобы ощутить вот этот вот дух, вот этого успеха. Количество знаменитых выпускников и знаменитых людей, побывавших здесь, просто зашкаливает. Мне нравится эта атмосфера этого места, и мне нравится то, что этот университет, он образовался вместе с Америкой и развивался вместе с Америкой. И ту историю, которую здесь чтят, те традиции, которые соблюдают до сих пор, меня просто поражают. И я сегодня познакомилась с этим замечательным местом. Хочу пожелать всем, кто амбициозный в своей жизни, попробовать подаваться на Гарвард, потому что здесь реально круто. Всем привет! Сегодня у меня второй день в Бостоне. Я его проведу в этом замечательном здании. Это Fine Arts Museum of Boston. Почему меня заинтересовал этот музей? Здесь самая большая коллекция Мане после Парижа. Я купила билеты заранее. Сам вход стоит $20. Если добавить туда Мане, то стоит $32. Я брала заранее на сайте. Такое вот красивое здание. Давайте посмотрим, что они для нас сохранили сквозь века. Поехали! Я нахожусь в саду Бостонского музея изящных искусств. Сегодня день был посвящен этому музею. Он был открыт в 1876 году. В это здание, которое сейчас оно находится, этот музей переехал в 1909 году, потому что экспонатов стало слишком много. Это второй по величине по ценности коллекции музей в Северной Америке. Он уступает лишь Метрополитен-музею в Нью-Йорке. Я пришла сюда с определенной целью. Обычно я люблю смотреть на эпоху Возрождения, на импрессионистов, на своего любимого Ван Гога. Поэтому я сразу же купила входные билеты, которые стоили $20
General Admission, и $12 добавились за Мане отдельно. Вообще коллекция Мане считается второй после Парижа, и когда я планировала свой визит, я сразу же отмечала как одно из хотелок посмотреть на эту коллекцию. Очень хорошо все подобрано, здесь нету такого огромного количества экспонатов, как Метрополитен, когда ты просто жертвуешь целыми эпохами, потому что понимаешь, либо они тебя, либо ты их, поэтому приходится делать выбор. Здесь же я посмотрела живопись Европы, сходила на Мане. В Чикаго до этого была выставка Мане, где собрали из частных коллекций, и из Парижа тоже. Я как бы дополнила ее. Было очень много интересных пейзажев. Мане, как известно, он был импрессионистом и рисовал, допустим, один и тот же пейзаж в разных освещениях. И поэтому было интересно посмотреть на новые какие-то пейзажи. Мане всегда мне очень нравится. Он такой как-то умиротворенно спокойный. Ну, конечно, если изучать историю импрессионизма, то там вообще не про спокойствие, это наоборот революция, это наоборот какие-то новые высказывания в искусстве тогдашнего 20 века. Я была удивлена очень красивой, огромной картине в японском стиле. Ну, точно не ожидала от Мане такого, но она мне очень понравилась. Также здесь я увидела своего любимого Ван Гога, 3 картины. Меня поразил сразу же музей своим холлом и круглой ротондой. Это сразу такое монументальное впечатление производит. И я зашла в первый же зал, и в первом же зале я всегда плачу, когда вижу что-то такое невероятно красивое. Я там тоже пустила слезу. Там и Веласкес, там и Рубенс, там и Эль Греко. Веласкеса очень много. Огромный сервиз свадебной церемонии короля, я так поняла, Дании. Очень поразило меня. Если на музее есть один день, то лучше воспользоваться этой стратегией. Посмотреть заранее карту, куда ходить, целенаправленно пойти посмотреть то, что действительно всегда нравится. Если ничего не нравится, то посмотреть всегда на сайтах есть или у них в буклетах есть какие-то highlights, какие-то самые знаменитые работы в этом музее, которыми они знамениты и которыми они привлекают туристов. Поэтому, если вы даже посмотрите там 10 картин, но они будут самые знаменитые и очень популярные, то вы уже удачно сходили в музей. Tout près de la place où tes pieds passent, caché dans les trous dans ton divan. Et quand tu es seul pendant un instant, ramasse-moi. The next big train to Boston College arrives in 12 minutes. Всем привет! Третий день. Я нахожусь в музее Изабеллы Стюарт Гарднер и снимаю вам внутренности музея. История музея очень интересна. Она создана из любви к искусству, и я вам буду показывать. Это испанский монастырь. Здесь находятся захоронения, тумбы для захоронений. В каждой комнате есть вот такая вот табличка, которую можно сканировать и посмотреть, какие здесь есть экспонаты. Самое интересное, что все экспонаты висят точно так же, стоят, как их расположила сама основательница музея. Это желтая комната. Здесь объединены две страсти Гарднеров — современное искусство и музыка. Но в то время современное искусство это было вот Ренуар и Анри Матисс. Вот он находится здесь, а также здесь есть кейс с музыкальными автографами. Здесь есть партитура Чайковского, им подписана. Здесь есть письма, фотографии, и можно найти очень много
известных фамилий, как Антон Брукнер, Тосканини, Крейцер, Бетховен. Изабелла Стюарт Гарнер обожала Италию. Это комната ранее итальянского периода. И можно увидеть, с какой любовью все подобрано. Она завещала оставить все так, как висит, потому что она сама распределяла все эти экспонаты. Это комната Рафаэля, потому что Изабелла купила вот эту картину, и это был первый Рафаэль вообще в Северной Америке, который был привезен ею. Это вот комната Рафаэля. Так, гуляем дальше. Здесь все висит так, как она спросила, как она повесила. Так, это датская комната. Здесь есть Ван Дейк, Петр Паул Рубенс. Вот он. Также здесь есть автопортрет Рембрандта. Давайте я вам покажу его. Вот такой вот вид открывается на сад со всех сторон. И вот он, автопортрет Рембрандта во всем своем великолепии. Так, мы заходим в комнату Веронезе, которая является одой любви Изабеллы к Венеции. Названа она Веронезе комнатой, потому что это художник, который нарисовал вот эту картину на потолке. Вот она выглядит. Это комната Тициана. Он сейчас гастролирует пока. Вообще должен висеть вот здесь. Вот здесь. Его здесь нет, но зато есть Веласкес. Как узнать Веласкеса? Он всегда рисует королей. Вот такого. Вот такое телосложение и с такими лицами. Так вот красиво здесь. Снова Веронезе. И невероятный вид на этот садик, который можно увидеть прямо вот весь. Этот дом построили специально для нужд музея. Изабелла сама управляла строительством, поэтому можно сказать, это ее проект. И он очень-очень красивый. В общем, в этой комнате есть что-то невероятное. Это Сандро Боттичелли, автор знаменитого «Рождения Венеры». И здесь вот ее оригинал. Я просто поражена, в шоке. Вообще, это не комната, это такой вот коридор с сокровищами искусства, который заканчивается вот таким вот красивым расписным окном. Прогуляемся, посмотрим. Это уже 3-й этаж. И на этом скоро закончится музей. В принципе, на каждом шагу процент искусства, процент красоты. Невероятно. Это похож на Геродота, отца истории. Так, поехали дальше. Это одновременно и архив, и церковь. Вот, в принципе, вот так вот здесь все происходит. Невероятной красоты витраж. Так, давайте ускоримся. Да, очень залипательный музей. Здесь можно прям на каждом шагу останавливаться, рассматривать все, читать. Здесь даже вот нотки. Раньше нотки были квадратные. Такая красота. Вот такая комната в средневековом стиле. Одна из последних комнат. И здесь есть одно примечательное место. Это портрет основательницы музея
Изабелла Стюарт Гарднер. Такая вот покровительница искусств. Мне понравилось то, что все, что она завещала, было выполнено. Она принципиально не подписала экспонаты, что продолжили делать люди. И чтобы смотреть, что мы смотрим, они в каждом комнате сделали QR-коды, где можно найти название картин, что это, откуда привезено, и историю. В общем, очень круто. Мне понравилось. А теперь мы отправляемся изучать город Бостон, с которого началось основание Америки с 1630 года. Бостон меня всегда привлекал своей историей, зданиями с пометкой «Самый первый», «Самый старинный». Итак, я отправилась в Boston Public Library, невероятное сооружение, которое поражает своей архитектурой. Туда можно зайти всем желающим, посмотреть, поучиться, взять книги. Такая атмосфера очень монументальная внутри, и мне понравились вот эти зеленые лампочки, которые стоят на каждом столе. В общем, очень классная атмосфера. В Бостоне на каждом шагу можно что-то интересное увидеть, и вот я попала на мини-органный концерт в старинной церкви, которой тоже более 300 лет. В парке Бостон Коммон можно посмотреть на статую Вашингтона. Это эквивалент Центрального парка в Нью-Йорке, где обычные горожане гуляют, наслаждаются природой и отдыхают. Попасть в Капитолий можно, и сейчас он на реконструкции, а так можно любому желающему посмотреть внутри это красивое здание. А именно в этом здании решили избавляться от гнета британского правительства и восстать против него. Как вы, может быть, заметили, я люблю старинные кладбища, и это одно из самых первых кладбищ Америки. Оно датировано около 16 веком, и здесь очень много старинных могил. Оно примечательно тем, что находится в центре города, и здесь расположены останки родителей Бенджамина Франклина, а также 3 людей, которые подписали Декларацию независимости: Сэмюэл Адамс, Джон Хэнкок и Роберт Трид Пейн. Это красивое здание называется Old State House, где можно увидеть символы британской монархии – лев и единорог. На свою историю, несмотря это здание сейчас выполняет функции всего лишь станции метро, чего не скажешь по внешнему виду, правда? Одними впечатлениями, как говорится, сыт не будешь, поэтому мы отправились на Quincy Market, где можно увидеть разные кухни, выбрать что-то по душе, но в Бостоне обязательно вы должны попробовать их традиционный бостонский суп из морепродуктов. Это традиционный бостонский суп. Как называется? Клэм чаудер. Здесь морепродукты, и он очень вкусный. Продолжая тему еды, моей обязательной программой был лобстер в самом старинном ресторане Америки – Union Oyster House. В Бостоне очень много зданий и мест с пометкой «Самый старый», «Самый первый». Так вот, это самый старый ресторан Америки. Когда мне принесли этого красавчика, я смотрела на него, он на меня, и я, закрыв глаза, начала его разделывать. Помимо еды, сам ресторан знаменит еще своей историей, и внутри это не просто обычный интерьер, а целая музейная экспозиция, которую можно изучать, смотреть. Мне очень понравилось, как они там все сделали. Полностью экскурс истории. Выставка с пометкой «Жизнь ресторана по мере развития Америки», и мне очень сильно понравилось, как они это все сделали. Все такое бостонское, все такое морское, классное.
За 300 лет ресторан прожил очень интересную жизнь. Я увидела ее, посмотрела, пощупала, потрогала. Мне понравилась стена с именами известных людей, и я мысленно добавила свое имя, потому что пока они еще не знают, кто к ним пришел. Завершила поездку с самым старинным фрегатом на воде, датированным 1797 года, который был построен для войны 1812 года. Бостон мне очень понравился, я провела там 4 дня, сделала всю свою культурную программу, встретила классных людей, познакомилась с классными девчонками, проходила по всем своим любимым местам, которые стали любимыми после того, как я на них сходила. В общем, Бостон меня поразил своей культурностью, своей историей, своим гостеприимством. Благодарю вас за просмотр этого видео. Вы можете подписаться на мой канал и сделать репост, от чего я буду очень вам благодарна и счастлива. Добавляйтесь, конечно же, в мой инстаграм. Спасибо Бостону за впечатление. Я всегда говорю, что мир стоит того, чтобы его открыть, и открывайте его вместе со мной. С вами была Тамила Марханова, и это была программа «Мир». Давай, наслаждайся. В центре Бостона играют крылья. Смотрите, что здесь есть. Книжный магазин Гарварда. Так, сегодня завершаем день Гарварда. Старинная столовая, это вот с тех пор оставшиеся вывески, такое историческое. Это самый старейший фрегат Америки, который на плаву. Какая красивая. Туда внутрь можно, но сейчас он уже закрыт, работает до 6 часов.